Учение о Махакранте. Я есмь Бабаджи, пришедший к вам этим днем. Сегодня я пришел для того, чтобы вы получили представление о том этапе, на котором находится человечество, и о том, что вас ожидает в ближайшее время. Когда я находился в воплощении, я давал учение о Великой Революции, великом изменении, которое грядет. Маха-Кранти. Не все люди, которые слушали это учение, понимали его. Но все боялись предстоящих кровавых событий. Я напугал их. Однако то событие, которое предстоит пережить человечеству, не связано с революцией, которая произойдет по воле людей, группы людей, политической партии или страны. Эта революция или изменение произойдет по воле высших сил. И степень и количество человеческих жертв, которые неминуемы при предстоящем изменении, определяется тем уровнем сознания, который человечество способно достичь сейчас. Ваш уровень сознания является единственным и определяющим фактором. Вы или пройдете предстоящие изменения, или нет. И те из вас, кто способен понять наше учение и следовать ему в ваших жизнях, вы сможете пройти через все предстоящие изменения, и вам ничего не угрожает. Вам следует только понять учение, пропустить его через себя, применить в ваших жизнях, и ваше сознание изменится. Вы не можете войти в будущее, имея тот уровень сознания, который имеет большинство человечества сейчас.
И это не моя прихоть. Это закон, который существует. Когда подходят космические сроки, то неминуемо происходит великий переход, великое изменение. Человечество в своей массе, не готовое к этому переходу, не сможет его пережить. Однако потом на Земле создадутся условия, когда новые расы людей способны будут населить планету и продолжить земную эволюцию. Эти изменения происходят всегда при смене рас. И эти изменения неминуемо произойдут на планете. Однако о сроках этих изменений вам не будет сказано. Никогда не говорятся конкретные сроки. Всегда говорится о том, что неминуемо предстоит. Каждый из вас знает о том, что изменение неминуемо. И вы все имеете шанс к изменению. Вы все имеете возможность изменить свое сознание и последовать по эволюционному пути. Предыдущие великие изменения описаны в священных книгах прошлого. Вы читали в Библии о потопе. Вы читали в Ведах о великой битве у Курукшетры. Многие исторические документы прошлого содержат упоминания об изменениях, которые происходили на планете Земля. Сейчас на Земле проживает очень большое количество душ. И эти души, многие из них, имеют последний шанс, чтобы вступить на эволюционный путь развития. Для многих из них будет непонятно даваемое нами учение. Однако дело даже не в постижении божественной мудрости внешним сознанием. Дело в следовании внутреннему закону чистоты и праведности. Грязь может облепить вашу душу, и снаружи вы кажетесь непригодным для эволюции. Однако кармическое правление смотрит в глубину вашей души и способно под любым слоем грязи и многих несовершенств разглядеть то золотое свечение, которое невозможно скрыть от опытного взгляда мудрецов. Вам кажется, что человек непригоден к дальнейшей эволюции, потому что он грязен, неопрятен и не способен устроиться в вашей жизни. Но его душа готова к дальнейшей эволюции. Другой человек имеет все человеческие достоинства и знаки отличия.
Он окружен почетом, славой, поклонниками, но он не готов к дальнейшей эволюции, потому что его душа погрязла в пороках. Блистательные мира и нищие мира. Среди тех и других есть те, кто продолжит эволюцию, а есть те, кто не продолжит. Нет определяющего признака, который внешнему сознанию скажет, кто готов, а кто не готов. Ни национальность, ни раса, ни вероисповедание, ни социальное положение, ни возраст, ничто не может служить признаком способности к эволюции или неспособности к эволюции. Нет такого признака, который бы отвечал человеческому уровню сознания. Однако для Бога под всеми человеческими несовершенствами и недостатками раскрывается бессмертный дух одних и тлен и смрад других. Поэтому очень трудное время, в которое вы живете. Все перемешано и составляет большого труда сделать различение и определить, кто представляет собой ценное зерно, а кто сорную траву. Поэтому в ваше время столько соблазнов и столько всего вокруг, что не соответствует божественным образцам. Если душа способна к дальнейшей эволюции, то никакие соблазны внешнего мира не способны увести эту душу с пути. А те души, которые не готовы, для них есть шанс отказаться от окружающих соблазнов и следовать праведности. Нельзя сказать, что Бог несправедлив. Каждый делает свой выбор сам. И каждый на подсознательном уровне осведомлен о том выборе, который он сделал. Вы сами судите себя и сами делаете выбор. Бог вам не мешает. И я вместе со всеми вознесенными владыками имею возможность только давать эти наставления. Но эти наставления для тех, кто готов их услышать. Я есмь Бабаджи. Ом.